Главные новости выставки CES. Два смартфона компании Sony Ericsson, вернее уже Sony. Это Sony Xperia S и Sony Ion. На самом деле здесь еще логотип Sony Ericsson, хотя в продажу он должен поступить как Sony. Но больше половины телефонов здесь имеет лого Sony Ericsson. Это S, он есть в двух моделях, белым и черным. Белым гораздо симпатичный. Дизайн, конечно, потрясный. Вот здесь линия управляющих основных клавиш Android на прозрачном пластике. Его видно с двух сторон, линии просвечивают здесь, но нажимать на них нельзя, это просто обозначение. Нажимается на сенсорную полоску над этим экраном. Фишки главные три. Первая фишка — это музыка, управление музыкой, собственные настройки над андроидом. Например, мы сейчас зайдем в альбом и посмотрим, как это работает. Заходим в медиа, музык плеер. Ну вот, например, вызываем эквалайзеры. Здесь их море. Вот так вот можно ими управлять. В стандартном андроиде, разумеется, этого нет. Вторая фишка — это шеринг. Вот, например, как можно шерить песни прямо отсюда. Можно лайкать, просто нажав на альбом, на иконку. Или можно добавить фавориты. Лайк, и на Facebook добавляешь комментарий. Все очень удобно. Что касается дизайна, он, конечно, сумасшедший, замечательный. Только Sony и Sony Ericsson умеет так красиво оформлять Android-фоны. Из портов только один HDMI здесь. Он микро HDMI. Да, заглушкой очень плотной, не разболтается. Ну и микро USB для зарядки и синхронизации. А тут внизу я вижу еще один портик. Нет, это не порт, это просто петелька для шнурка. Выглядит, конечно, замечательно, сумасшедший. Довольно легкий, очень приятный. Sony Ericsson Arc я считал одним из самых красивых Android-фонов. Это продолжает традиции. Разрешение дисплея, как и камеры, самое большое среди Android-фонов. Разрешение дисплея 1280 на 720 точек. Очень четко, очень кристально. Зерно не видно совершенно, но это Sony. Еще одной фишкой Sony считает очень быструю работу включения камеры. Я проведу небольшой эксперимент. Достаю свой Samsung Galaxy Note, который тестирую, и пытаюсь сделать быструю фотографию. Что я делаю? Сначала разблокирую телефон, потом захожу в камеру и, наконец, нажимаю. Вот, я получил фотографию. Вот она, фотография. Теперь проверяем, как это Sony Xperia S действует. Берем телефон, не разблокируем, не включаем. Нажимаем кнопку камеры. Все. У нас уже есть картинка. По-моему, прошло меньше секунды. Реально очень быстро. И плюс камера имеет 12 мегапикселей на матрице. Одна из самых лучших камер среди Android-фонов. Также я вижу, что Sony настроила систему своими виджетами. Например, здесь есть виджет погоды. Я кликаю просто на него, он разворачивается на весь экран и показывает погоду более детально и с красивыми картинками. Что у нас там вообще в меню? Меню очень быстро работает. Какая у нас версия Android? Сейчас проверим. Везде еще видите Sony Ericsson. Пока на Sony не сменили. Прошивка у нас Android 2.3.7. Собственно, вот. И 1,5 ГГц процессор. Очень быстрый, красивый, годный телефон.